Забери себя, дурак, полный слогов сброда. Твои мысли бумеранг, шатапаю. То свежий и бодр, то безнадежный. Я больной чувак в поисках антидота. Будто не жилет, согревает забот. Не подведи, Боба, хочу мы за работу. За любовь, все кого-либо дарить эти ноты. И ничего не надо, я даю себя прочесть. Сломанный весь, сломанный весь, сломанный весь, сломанный весь. Преграда, не преграда, я молю тебя, поверь. Сломанный весь, сломанный весь, сломанный весь, сломанный весь. Мы племя, которое возле костра запоет. Яркими красками клея, сон бедолагам этот мир снова перед. Еще чуть-чуть полюбуемся видами на горы и будем отдаляться уже от них. Кстати, здесь внизу 35 градусов, да, а там еще на верхушках как бы и снег имеется. Значит, там дубак. Прохладно в шортиках, мальчики будет, наверное. Кстати, я когда вот через Крестовый перевал тоже катался, и из таких самых больших, то на самом деле внизу там, правда, была не такая температура, было градусов 20 тепла, а вверху где-то градусов 2-3 тепла, такой перепад неплохой. Здесь, наверное, то же самое. Прохладно. Сейчас говядина будет. Тихо ты чуть слышишь, ей под это не впердолил, да? По бочине. Видите? Вижу, переломанный уже. Да, вот он замыкается. Черный стал, видишь? Ну, вижу. Народ, всем доброе утро. Мы уже подъезжаем к Аральску. Переночевали в гостиничном комплексе Кызылорда. У нас, кстати, опять появились проблемы с напряжением. Были, по крайней мере. И в Чимкенте нам все-таки не устранили неполадку, хотя и поменяли щетки в генераторе. Но этого оказалось недостаточно. В итоге причина была в другом. В Кызылорде мы нашли толкового электрика, который приехал и в течение 5 минут выявил основную утечку, откуда уходил, куда пропадало напряжение. В итоге он прозвонил генератор выдавал свои положенные 27 вольт, аккумуляторы прозвонил, были севшие, и оказалась проблема в стартере, который идет провод от генератора на стартер. Там было короткое замыкание, он это все прозвонил, и оттуда была утечка. Он все это поменял, клеммы зачистил, провод, никаких проблем. Сейчас мы едем, никакой не утечки, напряжение не прыгает, никаких ошибок не выдает. Машина едет ровно и отлично. И что я хочу сказать по Чимкенту, сервис вроде бы официальный, да, там, хороший сервис, но работники так себе, потому что электрик там, честно говоря, не очень. Он смотрел и делал все по ютубу. Таким темпом я тоже мог то же самое сделать, то что и он. В итоге щетки можно было не менять, потому что у нас оказались, как сказал этот электрик, который толковый из Кызылорды, он сказал, у вас еще щетки были отличные. Так что как-то вот так. Не всегда, как говорится, сервис, если хороший сервис, не всегда тебе там помогут и устранят причину. А им лишь бы поменять, с тебя деньги сорвать и все. А причину на самом деле никто не будет искать. Так что такие вот, ребят, дела. Все, едем на Жайсан. Надеюсь, не будет там колейки. И надеюсь, что с топливом уже проблем в Казахстане нет. Потому что мы 2 дня уже не заправлялись. И я не знаю, есть проблемы, либо нет проблемы. Встречаем рассвет, остановились немножко походить, размяться, как говорится, и стартуем. У нас времени еще целый вагон и маленькая тележка. Мы только 3 часа назад открыли смену. Все, ребят, всем приятного просмотра, еще раз доброе утро, погнали. Ребят, встречаем поезд и рассвет. Всем хорошего настроения и отличного утра. Братушка, как оно, братан? Че хаваешь? Не хавай. Не хавай, братан. Кореша. Это такой прям горбики острые. Главное, чтоб не заплевал, не захаркал, не закидал ничего. Ну что, Лех, как тебе персонажи? Нормально?
Он, смотри, на меня смотрит и обсывается. Фонтанирует. А? Пошли покатаемся. А вот, смотри. Ну, это прикольный. Притча. Братан, Не унывай. не хавай. Слушай, этот вот одногорбый опасный, да? Какой-то рыжий, он главный, у него нос пробит. Главный? С Вожак. тюнингом. С тюнингом. У них все-то всех ноздри пробиты. Пацаны, как оно? Так смотри, эти все с пушком на голове, а тот лысый. Тот уже, видно, жизни повидал. С поляной на голове. Че ты палишь так на меня? Вася, Вася. Чтоб сейчас сзади не обошли, это сейчас как цапнет за А плечо. вон с той стороны он тоже. На Браткина выпускали. Эти молодняк, эти уже такие жизни повидавшие. Да сколько дела к ним подходить можно? Когда они начнут? Ты давай подходи, а я когда хватит скажу. Опусти хвост. Да иди залезь ему на горб, на них же катаются, что ты? В Турции катался 100 раз. Иди за морду подержи. За гриб возьми, так за кадык его. Проблемы с топливом никуда не пропали. Лимиты по 300 литров на Синойле. На Гелиусах нету. Карбутак заезжали, не было на Гелиусе. На Синойле 2 раза по 300 литров залили, потому что нас 2 водителя, мы прошарены. Сначала идет один с картой Е100, потом второй. И все, делаем круг по заправке, подъезжаем 2 раза по 300 литров заливаем. Сейчас на данном Синойле перед Актюбинском уже 1 раз 300 залили. Сделали кружок, покушали в кафешке. И 2 раз приехали, только уже лимит 200 литров, а не 300. И будем пробовать еще перед границей на Джейсане. Будет, не будет на Синойле. Мы будем заезжать. Так что вот как-то так. Никуда проблемы не делись. Надеюсь, после отпуска я уже выйду, уже проблем никаких не будет. Ни о чем не жалея, ни о чем не жалея, ни о чем не жалея. Леха, ассаламу алейкум. Амалейкум ассалам. Все, прошли Казахстан, осталось впереди Россия. Там можно, и, ну, как бы отстоим зеленку, часа 2, наверное, 1,5. А там уже на оформлении паспортный, 10-15 минут, и мы поехали. Почти сутки почти потратили мы. Прошли паспортный, сходили в налоговую. Здесь как бы все быстро, досмотр, без вопросов. Все, почему стоим? Почему колейка так медленно двигается? Непонятно, не понимаю. Ну да. Все, выезжаем на зеленку. Крепимся, последние там 2 часа размогаемся. И мы в России. Душечка. Раз-два. Пошли. Раз-два. Все, народ, мы уже на территории Российской Федерации. Почему так долго проходили границы, непонятно. На Россию заехали на таможне буквально 10 минут, прошли паспортный досмотр, и все, мы уже выскочили и едем. Оплачиваем дорогу в Солилецке, проложим маршрут, поедем опять же через Хисловичи, через Могилев. Я слажу, Игорек садится, и веселый экипаж следующий поедет, скорее всего, на Голландию. Не может так фартить, чтобы 3-й перецеп был подряд. Вот. Надо и Лехе уже тоже посмотреть, как погрузка проходит. Да, Леха? Видите, там уже команда Игорек уже сидит на сумках, говорит: парни, давайте быстрее, парни, работать хочу. Баблишко хочу, заработать хочу, быстрее. Все, катим, погнали, ребят. Оплачиваем дорогу в Солилецке по Чайку в Чайхане. И все, и прям в сторону Самары, Волгограда. Народ, всем доброе утро. Алексей, доброе. Проехали Самару, уже вкатились в Ульяновскую область. Расскажу сейчас, как хотели нас
Сызрани на весах обуть. Приклеили нам 700 килограмм, а перед этим мы, соответственно, проехали весы на Акбулаке и в Оренбурге. Все в порядке. И компьютер показывает 10 500. Ну, погрешность 200 килограмм. Короче, мы укладываемся в норму. У нас не такой груз, который может сместиться, чтобы, ну, был перегруз. Сразу хотели выписывать протокол. Что он говорил? Будете устранять и потом поедете. И, соответственно, штраф. Я говорю, да а что устранять, если везем стружку в бигбэгах? Он никуда не идет, загружена полная машина. Ну, короче, в итоге дождались старшего смены. Старший смены тоже говорит, ты заправил баки. Полные. Я говорю, полные баки я заправлял в Казахстане еще до границы. Говорю, там дешевле, и говорю, у нас наоборот уменьшилось топливо, пока мы до Сызрани не доехали. Ну и, короче, в итоге посмотрел, куда, что везете. Я говорю, на Латвию. Я говорю, тем более на Латвию. Я говорю, нам еще в Беларуси везти проходить, границы проходить. И впереди еще весов куча. Я говорю, у нас перегруза 100% нет. Ну, и все, отдал документы, говорит, счастливого пути. И я думаю, если бы у нас реально был перегруз, то никто бы нас просто так не отпустил, да, Леха? Конечно. Никто просто так бы, во-первых, не отпустил, это, во-вторых, это был бы стопроцентный перегруз. Так что вот так, смотрите внимательно. Если уверены, что у вас нет перегруза, тогда стойте на своем, и все, ничего страшного в этом нет, что с ними можно и поругаться, и попадаться. Я как знаю, что у меня нет перегруза, что я иду на Европу, ну, я сразу загрузился, сразу, что, первым делом проверяешь нагрузку на ось, правильно, чтобы никаких проблем в дороге у тебя не было. Потому что могут насчитать за этот километраж так, что голова затрясется. Вот. Так что вот как-то так. Все, катим. До Беларуси нам осталось 1264 километра. Понты. Борода и усы. Это все волосы. Погода здесь уже получше. 20 градусов. Вообще комфортно ехать. Комфортно. В Казахстане в такое время уже в 7:30 где-то больше 30-ки было. 33-34. Уже дискомфорт был. А сейчас кондиционер даже не на полную. Где-то на 3/4. Все, едем. Всем приятного утра. Доброго утра. Приятного просмотра. Погнали. Все, мы уже в Беларуси, на родине. Город Мстиславль. Вам огромный привет. Доброе утро. Точнее, подъезжаем к Мстиславлю. Вот, прошли границу. Вообще 2 секунды. Только пограничники стояли, ни транспортников, никого не было. Чего мы в прошлый раз поперлись на эту понятовку, блин, там 5-6 часов потратили, вот с моментом проскочили, да и все. Все, едем до Могилева, забираем Игоря, мчим на Витебск втроем. Решили мы втроем поработать на кабине. Ой, что, нормально? Нормально. Да, втроем поработаем. Не, сейчас машину забрать, моя в Витебске стоит. О, Мстиславль. Мстиславль, доброе утро. Вот, там машина, забираю машину, еду домой, потому что нету смысла. По памяти еду так, здесь налево. Дорогу, кстати, сделали. Раньше, вот я когда последний раз ездил, здесь ушатана была дорога. Ну, так как сейчас постоянно будем через Могилев кататься, то машина уже в Витебске, по сути, не нужна. Да, Алексей? Конечно. Единственный минус, вот Леха никак домой вот не может попасть. Вот, никак. Перекладными. Перекладными, да. Все, туман вот нас сегодня встречает, такой рассвет вместе с туманом. Погнали, погнали! Кстати, проехали мы 10 тысяч километров в этом рейсе. Ну, на данный момент. В Могилеве там будет, когда я типа слазить буду, 10-150. Где-то так. Вот. И потратили мы на этот рейс 240 часов. По бортовому показывает. 240 часов. Здорово, банда. Все, короче, меняемся. Игорек почешет. Поеду я. Короче, у них рейс будет
опять с перецеп с Литвы на Уральск. Так, Леша фартовый, я же говорю, Леша фартовый, Конечно, никакой как Голландии, бы, сейчас будет кататься, никакой Голландии, чисто на перецепах будет валить. В Алмату не хочет. Ну, все тогда, удачки. А Леша туда поедет еще в 3-й рейс, потому что это маленький, короткий рейс, неделя получится. А мне только вещи разложить, постираться, надо выезжать обратно. Носки высохнут, Ну. надо ехать назад. Все, всем пока.